Greetings, dear ones. I am Craion of Magnetic Service. Приветствую вас, дорогие мои. Я Крайон из магнитной службы. Конечно, святость согревает этот день. Действительно, Дух говорит разными способами. И человеческие существа, сидящие в креслах, слышали, кто они в действительности есть? Слышали ли они выражение, что они в действительности ангелы? Видите, неважно, кто делает вам ченнелинг. Истина всегда остается истиной. И вы услышите это разными способами. Некоторые удивят вас, а некоторые дотронутся до вашего сердца. Дух желает вам дать различные энергии, и все, говорящие о правде. Итак, что же я попрошу своего партнера сделать этим вечером? Он сейчас только учится. Я хочу, чтобы это послание было напечатано. Это не является обычным для него. Из-за языкового барьера, который сейчас имеется. Ему всегда легче печатать ченнелинги, которые проходят без перевода на другой язык. Но не сегодня. Не сегодня. И вот причина. Потому что энергия настолько зрелая здесь. И послание, которое дается, будет понято здесь. Потому что это великое место, наполненное многими ангельскими ушами. Энергия была создана. И для него это будет легче. Итак, если это будет напечатано, это значит, что будут читатели. Поэтому я сделаю то, что делаю очень часто, и это будет как испытание для вас. Насколько вы можете быть сейчас? Вы слышите эти слова, потом они записываются, запись потом печатается, выпуск завершается, и читатель потом читает слова, которые вы сейчас слышите. Однако в межпространственном времени читатели уже здесь. Я могу доказать это. Читатели, вы со мной? Вы знаете, что вы здесь. Но, читатель, для тебя это собрание было в прошлом. Но вас обоих, слушатель и читатель, мы видим перед собой прямо сейчас. Именно это и делает существующую здесь энергию такой большой и полной. Итак, вот вызов аудитории. Ощутите это место вместе с читателем. Возьмите энергию этого города и историю этого города
и окутайте этой энергией читателя, не находящегося здесь. Дайте ему эту энергию, которую он может и не получить без вашей помощи. Как насчет перекрывания пространства и времени? Возможно, слушатели станут читателями позже. Когда ваши глаза встретятся с этой страницей, как вы будете ощущать себя в двух местах одновременно? Вы думаете, здесь все запутано и сбивает с толку? Дождитесь конца сегодняшнего собрания. Поскольку я собираюсь сказать о том, что мы намерены назвать этот ченнелинг «По ту сторону завесы». Это межпространственное послание. Так же, как многие вещи, которые мы пытаемся вам объяснить, они будут сложными. Мне придется использовать ряд метафор. Если я буду говорить о завесе, единственным способом, которым вы можете понять информацию, это использование метафоры. Denn die einzige Art und Weise, Dinge so zu beschreiben, dass ihr sie verstehen könnt, besteht darin, daraus ein Rätsel zu machen oder eine Metapher. Мы сделаем Wir невозможное. werden das Unmögliche vollbringen. Мы попытаемся дать вам ощущение, как велик Бог. Wie groß Gott ist. И когда мы сделаем это, то мы опишем завесу и какова она. В действительности будет происходить немножко больше, когда мы будем описывать эту метафору. Итак, давайте отправимся со мной и представим. Читатель, сейчас играет красивая музыка, и я хочу, чтобы вы ее четко услышали, когда мы будем вам описывать величие Бога. Я хочу, чтобы вы представили Атлантический океан, огромный, и тем не менее, этот океан имеет общность, единство. Так Луна оказывает влияние на океан, как на один объект, как на одно целое. As one object, it bulges and causes tides and waters to be pulled thousands of miles apart on beaches everywhere. И этот объект оказывает влияние на тысячу побережий и островов. Если бы вы изучали приливы и отливы, вы бы изумились, что существует система, которой океан как бы знает, что происходит с каждой его частью. Кажется, он даже балансирует себя многими способами. Итак, вот метафора. Океан состоит из воды. Молекулы воды H2O. Я хочу, чтобы вы посчитали в голове, сколько молекул в океане. Я дам вам время, чтобы вы успели посчитать. Не можете, не правда ли? Потому что это невероятное число. И это число могут понять только математики.
И с этим числом оперировать могут только математики. И теперь представьте, что каждый из этих молекул является ангелом. Более того, на каком-то уровне эти триллионы молекул знают друг о друге. На каком-то уровне все они связаны. Все они знают друг друга на квантовом уровне. Один знает другого, независимо от того, как много миль их разделяет в океане. Можете ли вы представить себе такую связь? Представьте, что океан в этой метафоре – это то, что вы думаете о Боге. А теперь все становится еще интереснее. Возьмите маленький стакан и наполните его из океана. А теперь сделайте в этом стакане небольшие волны. Стакан воды – это будет планета Земля. А теперь обратите внимание, в стакане океан. Начинаете ли вы понимать это? Но если бы вы были в стакане и были бы молекулой, вы бы не смогли видеть через стекло. На самом деле, вы бы даже не знали, что существует океан. И тем не менее, вас бы и толкали, и пихали, и вы бы раскачивались на волнах. И без знания об океане вы бы не знали, кто вы есть. Вы бы знали, что вы молекулы. Вы бы сказали, мы ограничены стеклом. И если мы ограничены стеклом, то мы очень маленькие. Мы не можем видеть ничего снаружи. Нет никаких доказательств, что кто-нибудь или что-нибудь находится за стеклом. Поэтому обращаем внимание внутрь и будем исследовать друг друга. Вот это и есть Земля. И вот в этом стакане ангелы, которые не знают, что они ангелы. Которые не могут посмотреть за пределы стекла, чтобы увидеть, как велик Бог. И тем не менее, там происходит что-то очень интересное. Там существует интуиция. Центр каждой молекулы каким-то образом знает, что существует нечто большее. И вот факт. 85% населения Земли верит в жизнь после смерти. Сотни религий. Все имеют что-то общее. Что когда ты уходишь отсюда, ты попадаешь куда-то. 85% было бы великолепным числом, если бы вы голосовали. Это больше, чем большинство. Это согласие. Итак, на клеточном уровне даже человеческое существо знает, что существует что-то за пределами этого стекла.
Недавно были обнаружены племена из Новой Гвинеи. Они развивались сами по себе 400 лет. Западный мир только недавно обнаружил их. И без какого-либо влияния извне эти племена верили в жизнь после смерти. Вы видите пример интуиции человека. Это информация клеточного уровня. И нам приходится давать вам это таким образом, чтобы перейти к следующему шагу. Я намерен прерваться на мгновение и задать вопрос. Вы видите, какая забавная эта система? Как велик Бог? Бог достаточно велик, чтобы создавать многочисленные вселенные с триллионами ангелов, которые простираются дальше, чем вы можете себе вообразить. Достаточно велик, чтобы создавать уровни пространства, которые вы даже не можете воспринимать. Бог больше, чем велик, и все же достаточно мал, чтобы любить вас и жить в вашем сердце. Какая же это система? Так что же такое восприятие Бога? Позвольте вам сказать, что происходит. Молекулы в стакане смотрят вокруг, и они верят в жизнь после смерти. Поэтому они ощущают, что где-то должен быть Бог. Поэтому они решают, что Бог — это гигантская молекула. И это понятно. Это единственное, что они могли увидеть. У них есть только одна модель. Они сами. А потом они говорят, есть доказательства. В Писании же написано, что вы созданы по образу и подобию Бога. Значит, если вы молекула, то Бог тоже должен быть гигантской молекулой. Вот доказательство. Сделан по образу. Как же мне это сказать вам? Ваша логика перевернута. Все наоборот. Вы не понимаете этого, потому что вы не можете выйти из стакана. Сделан по образу это значит, что каждая молекула в стакане и есть океан. Видите ли, вы все поняли не так, все с точностью наоборот. Интересно, что человек может представить только вещь из своей реальности. Итак, 4000 лет молекулы в стакане думали, что Бог — это молекула. Видите, как это ограничивает? Подумайте, если бы стакан содержал муравьедов, они бы решили, что Бог — это муравьед. А когда ты идешь в рай, то там много-много муравьев.
Это совсем не отличается от того, что делаете вы. Разве вы не слышали, что кто-то говорил, когда вы попадаете в рай, то там будут улицы из золота, и для каждого из вас там будет дворец. А некоторые культуры верят, что там их ожидает 72 девственницы. Вы понимаете, что я говорю? Вы подходите со своим мышлением, ограниченным человеческим опытом, к тому, что же такое Бог. Вы поняли все наоборот. Завеса и есть стакан. Вы не видите океана. И все, что вы можете видеть, это ограничено стаканом. И вот поэтому вы решаете поклоняться тому, что не видите, но чувствуете. Позвольте мне сделать заявление. Нечему поклоняться. Пришло время для вас открыть межпространственность. Пришло время для вас открыть межпространственность. Давайте остановимся на минутку и посмотрим на систему. Бог велик, невероятен. Океан простирается на тысячи световых лет и даже миллиарды. И ангелы все знают друг друга, разбросанные во Вселенной. Она такая огромная, что вы даже не можете себе вообразить. И вы не поверите в следующее заявление, потому что вы за пределами вашего понимания. Они все соединены, и каждый знает ваше имя. Бог достаточно велик, чтобы создать Вселенную, и достаточно мал, чтобы знать ваше имя. Достаточно мал, чтобы быть здесь, сейчас. Это простирается за пределами того, что вы можете себе вообразить. Итак, как же это оказывает влияние на молитвы и медитации? Позвольте мне еще раз поговорить об этом. Есть нечто волшебное, то, что вы хотите знать об океане. Многие из вас проводят всю жизнь в попытках посмотреть через это стекло. Межпространственное стекло. Ангелы в этом океане не ограничены стаканом. Они свободны приходить и уходить, когда хотят. Вы единственный, кто выбрал быть ограниченным в дуальности. Океан проходит через стакан все время. И это значит, что ангелы сейчас с вами. Это значит, что они были с вами, когда у вас возникли проблемы, возможно, приведшие вас сюда. Они были с вами, когда некоторые из вас попали в неприятности и решили, что вы не можете исцелить себя. Итак, люди сидят в молитвах и дают список того, что не так. Они начинают молиться и говорить: «Дорогой Бог, надо это и это». Но Бог же с вами все время. Бог знает. Бог внутри вас.
И вот вам еще испытание. В следующий раз, когда вы молитесь, ничего не говорите. Замрите и знайте, что вы Бог. Замрите и слушайте, решения польются. На том языке, который вы только сейчас начинаете немного понимать. Представьте, что вы берете за руку Высшее Я, который в буквальном смысле стоит наверху стакана, одной ногой в океане. Вот ваша связь, личная связь. И Бог знает все о вас. Ничего, никогда не нужно говорить. Если бы у вас был брат или сестра, который биологически связан с вами, объясняли бы вы ему, что произошло вчера? Нет, потому что они тоже были там, помните? То же самое происходит в вашем божественном общении. Бог знает все о вас. Весь океан знает о вас. И они могут ответить на ваши вопросы таким образом, что это вас очень удивит. Все имеет отношение к смерти. Крайон, можно ли разговаривать с мертвым человеком? И ответ, который я вам дам, также требует вашего одолжения. Пожалуйста, если будете цитировать, не вырывайте ответ из контекста. Включайте полный ответ, если вы его цитируете. Итак, Крайон, можем ли мы говорить с умершими людьми? И ответ нет. Абсолютно нет. Невозможно. Никогда. И я вам объясню, почему. Слушайте. Нет такой вещи, как умерший человек. Вы понимаете это? Ангел, послушай. Когда того, кого ты любишь, и каждый теряешь в результате смерти, уходит с земли, все, что они делают, это идут на другую сторону стакана. Лучше спроси другой вопрос. Могу ли я разговаривать с теми, кого любил и потерял на этой планете? И ответ – да. 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 Вы ожидаете продолжать вести обычный разговор с сущностью, которая перешла и стала межпространственной. Для вас это загадочно. Они больше не пользуются линейным общением. Единственное реальное общение, которое вы можете иметь, для вас представляет собой головоломку. Хорошо, давайте прямо сейчас просмотрим некоторые головоломки. Я хочу, чтобы вы почувствовали человека, о котором думаете. Потому что они здесь. Они здесь. Они здесь.
Они слушают эту музыку, они слушают эти слова, и они стоят рядом с вами, и они так хотят попасть по эту сторону стакана, чтобы вы могли их увидеть. И некоторые из вас могут чувствовать их. Вы часть происшедшего на этой планете сдвига. Когда усиливается осознание, и этим для каждого человеческого существа создается новая межпространственная возможность. А я приглашаю некоторых из вас почувствовать их запах. Помните, как они пахнут. Вот такого рода общения они могут предложить вам. И вот что бы они сказали вам. Происходит больше, чем ты думаешь. Я здесь, я с тобой. И я буду здесь, когда ты сменишь свою энергию. Это часть сложной семейной родословной, которую мы несем вместе. Die auf die andere Seite gegangen sind, hierher kommen und an deiner Seite festsitzen, bis du die Seite wechselst. Как раньше сказал мастер Крайон, я не выдумал все это. Давайте, почувствуйте их прямо сейчас, поскольку они здесь. А затем чествуйте систему. Подумайте о том, как все это величественно. А что, если я прав? И это послание может рассеять ваши сомнения и страхи. А что, если все абсолютно точно? Если это так, это означает, что некоторые могут сейчас перестать печалиться. И вместо этого приветствовать своих любимых, тех, кто хочет пройти с вами остаток вашей жизни. Это часть системы, которая невообразимо выше вашей способности понимать. И тем не менее, достаточно мала, чтобы жить в вашем сердце. Ангелы на другой стороне завесы посещают ангелов-людей на планете. И все же многие ничего этого не осознают. Знаете ли, в чем секрет здесь? В раскрытии мастерства. Когда вы начинаете понимать такие вещи, вы начинаете применять знания лично к своей жизни. И это позволяет выйти из реальности, в которой вы родились, переписать свой жизненный план, планировать свое новое будущее, auf eine Weise, die so kraftvoll erfüllt ist von eurer Leidenschaft, которая уже dass ihr es ждет schon вас. habt, bevor ihr dorthin kommt. Мне кажется, что вы уже слышали это. Это потому, Das liegt daran, dass что es это die правда. Wahrheit ДНК начинает beginnt sich zu изменяться. verändern. Те, кто ходит с вами, euch wandeln, улучшают и помогают активировать ДНК. Это означает, что никто из присутствующих никогда не бывает одинок. Давайте на минутку прервемся и подумаем об этом. Как велик Бог! Достаточно велик, чтобы создать вселенные, и все же достаточно мал, чтобы жить в вашем сердце. Поменяйте свою ДНК.
У вас есть заболевание сегодня. Why don't you leave here without it? Почему бы вам не уйти отсюда без них? And you might say, well, only masters on the planet could do that. Ну, можете сказать, ведь только мастера могут это делать. You got it. Вы сделали это. Why don't you claim the masterhood? Почему бы вам не востребовать свое мастерство? You're here for a reason. You can shine a light that few human beings have ever been able to shine. Вы можете сиять таким светом, которым были способны светить только некоторые человеческие существа. Вы находитесь в середине битвы между тьмой и светом и ощущаете это, не так ли? Итак, почему бы не включить свет? Делая это, на минуту остановитесь и подумайте. Океан так велик. Им были построены вселенные. Больше ангелов, чем вы можете себе представить. Больше, чем число звезд во всех галактиках вселенных. Являются частью этого океана. Бог достаточно велик, чтобы создать все это. И все же достаточно мало, чтобы жить в вашем сердце. И это мое послание. Когда я увижу вас снова, возможно, мое послание будет таким же. Потому что вы настолько любимы Богом. Видите? Вы пытаетесь выбраться из этого стакана. У меня есть другое предложение. Почему бы вам не позволить океану попасть к вам? Если вы позволите это, мир на земле станет реальностью. И не первый раз вы слышите это сегодня. Итак, это послание сегодняшнего вечера. Еще будет послание завтра. Вот тема, которую мы давали много раз. Вы — маяки света для Земли, построены для того, чтобы противостоять шторму. Знаете, именно поэтому вы пришли во время шторма. Маяки не могут обойтись без света. Вы никогда не обнаружите маяки в безопасных местах, не так ли? Одно это могло бы дать намек, почему вы здесь. Итак, почему бы вам, когда разгорается буря, просто не улыбнуться и сказать: «Ну давай, начинай. Я создан именно для этого. Я здесь на опасных скалах жизни, и я зажгу свой свет и буду вести в безопасность тех, у кого недостаточно своего света. Я пошлю свет в самые темные места, которые только знаю на планете, так, чтобы люди там могли видеть лучше. Если там есть сокровища, я буду светить так, чтобы они могли увидеть то, что скрыто. И пусть скрытыми сокровищами будут мир там, где это невозможно, любовь в местах, которым свойственна лишь ненависть, исцеление тех, кто неизлечимо болен,
Согласие между обычными мужчинами и женщинами, планеты, цивилизация которых достойна существовать в мире. Это и есть спрятанные в темноте сокровища. Вот почему вас здесь так много. Почему вы пришли в это место? Вы хотите видеть только необычное шоу? Возможно. Или здесь было нечто большее? Информация, которую мы дали вам сегодня, абсолютно точная. И существует нечто большее, чем то, что вы можете видеть. И вы имеете к этому непосредственное отношение. Начните с себя. Пошлите свет своей собственной биологии. И мы снова говорим: уходите другими, чем пришли. Возможно, сегодня некоторые из вас не будут спать хорошо ночью, поскольку вечером слишком много ангелов будут веселиться у вас в комнате. И это действительно так. Сегодня вечером, когда вы ложитесь спать, проведите время с своим божественным ребенком и спросите, чего бы он хотел на завтра. И попытайтесь вместе с ним сделать намерение на завтрашний день. И посмотрите, что из этого выйдет. Спокойной ночи.